Привет, дорогие друзья! Сегодня на обзоре у нас автомобиль. Вообще отечественного производства, но смотрите, что за значок? Америка. Друзья? Видимо, да. Попробуем разобраться, что это. Пошлите, я вам покажу заднюю часть автомобиля. По кузову здесь, в принципе, ничего не понятно. Но значок Chevrolet, Chevrolet, Chevrolet и Нива. Красавчики вообще. Это как? То есть, на сегодняшний день, да, мы, конечно, воюем. Теперь у нас Нива называется Travel. Но вот в поисковике просто стал ее вбивать, хотел найти ее как Нива, там, АвтоВАЗ. Нет, то есть нужно марка все-таки этого автомобиля Chevrolet, а модель Нива. Класс, красавчики. Это кто? Это маркетологи. Кто так работал вообще? Со значками все это понятно, но самое прикольное в этом автомобиле — это техничка. Я просто прям разобрался в этой технике и был в шоке. Шок первое. Отечественные автопроизводители, во-первых, они прикалываются над нами уже очень много лет на легковых автомобилях. По подвеске у них сзади, если это какой-то там кроссовер или еще что-то, это в любом случае будет мост. Если это какая-то легковая переднеприводная машина, это будет балка. Все, то есть у нас не знают, что такое независимая подвеска, у нас не знают, что такое... я не знаю, полный привод на приводах, редуктор поставить. Зачем? Как на Газели мост вкатили. Идите, смотрите, я вам покажу. Вот, вкатили просто мост. Машина 2017 года. Там просто... Хорошо, мост. Ну, значит, акцент автомобиля был сделан на жестком бездорожье. То есть автомобиль... изобретался, чтобы использовать его в суровых условиях, прям в жестких. Но, увы и ах. Коробка здесь у нас механика, раздатка. Раздаточная коробка у нас здесь 70-х годов. Спасибо Советскому Союзу, хоть что-то изобрели. Но для тех времен, может быть, это было и нормально. Сейчас уже технологии полного привода, да, там, уже с электронными, там... помощниками там что-то внедряют, но в России даже раздатку не доделали, просто механическую раздатку. Смотрите алгоритм работы полного привода на этом автомобиле. 21 век, сегодня 2023 год. Это просто у меня не умещается в голове вообще, то есть никак этот пазл не может сложиться, что это возможно на сегодняшний день. Хотя, в принципе, как и все в России, полный привод работает, как у нас все в России. Чем проще? Смотрите, вот вы преодолеваете какое-то, там, я не знаю, легкое бездорожье, зимой, лед, снег. Это очень опасно на самом деле на этом автомобиле. И она решает сама, какое колесо будет крутиться и именно вести. Но по алгоритму работы здесь будет крутиться то колесо, которому легче. Реально, одно колесо. Не два там по диагонали, то есть не постоянный полный привод, она будет сама распределять. Либо это какое-то одно из задних колес будет крутиться, либо какое-то одно из передних колес крутиться, но которому легче. Смотрите, про включение понижающей передачи, блокировки межосевого дифференциала я вам расскажу в салоне, когда мы туда переберемся. Там есть рычажок, как он работает, он тоже со своими приколами, этот рычаг. Я тоже в нем разобрался. В остальном все понятно, а дальше тормоза. Тормоза тоже не меняются десятилетиями. Здесь сзади барабаны. 23-й год сегодня, там барабаны. Никаких АБС, никаких ESP, никаких систем стабилизации, никаких помощников, никаких помощников на бездорожье, которые будут притормаживать какое-то колесо. Ничего. Но значок Chevrolet. Давайте вспомним Chevrolet, Suburban, Tahoe. Там мост, но там технология. Погнали. Посмотрим под капотку. Слушайте, он прям очень тяжелый. Девочкам, я думаю, будет не подсилен. Вот оно, сердце данного автомобиля. Хотя не сердце, а сердечко. Здесь всего 80 лошадиных сил, 127 крутящего момента.
Динамика автомобиля отсутствует полностью. Заявленная заводом-производителем 19 секунд, но это все вранье. За 20-ку она валит секунд. И за 20 км в час, конечно же, она тоже разгоняется. Более-менее комфортная скорость данного автомобиля это 80-90 км в час. Максималка заявленная здесь вообще 140 км в час. Поедет, но это страшно, это не нужно, потому что никакой безопасности здесь нету. О ней просто не думали инженеры, разработчики. То есть они просто взяли основу вместе с этим мотором из 70-х годов, спасибо Советскому Союзу, просто слепили какой-то металлический кузовок со значком Chevrolet, и получилась Chevrolet Niva. Про надежность. Отсутствует полностью. Мотор старый, сделали только инжектор, тут маленько поднавесили, маленько там поубирали туда-сюда. И все на этом. На самом деле, кстати, эту машину топить очень страшно. Воздухозаборник находится очень низко, даже ниже фары получается. Да, вот он, ниже фары. Преодолевать какие-то жесткие броды на ней страшно. Могли бы сделать просто как-то повыше, да, хотя бы поверху фар воздухозаборник, и делали бы акцент на полноценном внедорожнике, как его заявляли, как работали маркетологи, как работали менеджеры, что это классный полноприводный джип, его называли, да, из-за того, что у него мост, что ли, поэтому он джип, а то, что полный привод здесь не работает как надо. Сплошь маркетинг и реклама. Это, видимо, просто двигатель торговли. Даже вот это убогое существо умудрялись продавать, большими объемами, большими количествами. Мотор ненадежный, вес у автомобиля примерно тонна 400, он не вывозит. Вот конкретный автомобиль с пробегом 23 тысячи километров, преодолевая долгое бездорожье, да, то есть где-то колея, еще что-то, добраться до деревни надо, да, до своего дома, домик находится в глубинке, этот автомобиль перегревается. Не справляется ни вентилятор, ей тяжело, она всегда в напряге, она всегда в натуге. По коробке переключения ощущаются, происходят стуки, по раздатке она воет, по кардану есть вибрация, по прохождению, движению по трассе, сзади мост, никакой независимой подвески нет, ее качает, ее болтает. Что это такое? Chevrolet, видимо, заставил АвтоВАЗ сделать линзу. Хоть что-то. Она галогеновая фара, но с линзой. Блин, вот прям бонус такой приятный, красавчики вообще. А вот дальше расширители пластиковые на крыльях, на дверях. Вроде как бы закос, опять же, на серьезный внедорожник. Но я думаю, что это сделано, чтобы максимально быстро сгнили крылья, двери. Вы продали этот чермет и купили новый. Маркетологи, опять менеджеры вас отработали, сказали: классный внедорожник, надо брать. И сейчас, 23-й год, убрали значок Chevrolet. И появился у нас опять полноценный АвтоВАЗ, Niva Travel, по-моему, она называется. Тоже очень хочу ее взять на обзор. Но мое предчувствие, что там совсем ничего не изменилось. Запасное колесо на крышке багажника. В принципе, мини-гелик получился. Ручка такая же, их даже можно переставлять, менять местами. Эту сюда, эту туда. Все то же самое, дверь и дверь. Но где-то под наклоном, я думаю, с учетом запаски, она даже может и прибить. Форменная полочка, немного грязно, но ничего страшного. Это Нива, это же для суровых условий автомобиль. Поэтому начищать ее полиролью, я не знаю, вообще ничего делать не будем. Вот просто поднять эту полку страшно. Друзья, смотрите, здесь шевелится все. Произошло чудо. Друзья, реально страшно. Такое ощущение, как будто вот этот пластик, он сейчас выйдет вместе с этой полкой. Полка никак не фиксируется. То есть держим только ручками. Объем здесь около 300 литров.
сиденья складываются. Но очень проблематично, очень сложно. Здесь пол, никаких ниш, просто коврик, корыто. Возить дрова. Немного, небольшой объем, 300 литров мало для дров, но тем не менее их положить сюда можно. Предлагаю увеличить багажник и все-таки сложить второй ряд сидений. Смотрите, фишка какая классная. Здесь есть петелька. Оп. И никакой фиксации. Просто вы своей попой его прижимаете. Зачем заморачиваться и делать какой-то крепеж, какие-то крепления у сидения? В случае какой-то нестандартной ситуации вы будете на кочках подпрыгивать прямо вместе с этим сиденьем. Такие раз, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Не дай бог ДТП, да сразу туда, на, короче, в то сиденье. Класс, вообще инженеры, прям технологи работали. Вот как это получается. Ровный пол у нас не получается. Получается ступенька. Давайте посмотрим через багажник. Не сломать бы. Вот, ну вот такая вот ерунда. Получается немного колхозная. Ну ладно. Все болты, все саморезы, все крепление, все наружу. Вообще вы посмотрите, здесь сразу все открывается. На каких болтиках, гаечках. Конструктор какой-то. Поехали. И мы зажали ремень безопасности. Класс. То есть, надо этот сделать, даже два ремня надо убрать. Захлопнули, защелкнули, вытянули. Смотрите, крепление ремня безопасности. Просто болт и все. Ну через раз срабатывает. Просто положили, такая, это, знаете, пуфик, подушечку бросили и сели и поехали. Но вот это совсем позор. Вот это ворс с пола, понимаете? То есть вот это пол, это крыло. То есть вы садитесь и вот здесь, видите, все прилипает к нему. И это железо. То есть, если вы чуть у вас там, я не знаю, булки пошире, и вы сидите здесь, на кочке подпрыгнуть, как дали только, все, перелом, я не знаю, травма, едем в травмпункт. Сейчас покажу вам еще одну рекомендацию от производителя. Прям инструкция серьезная, даже приклеили, смотрите. Нужно выставить знак аварийной остановки при открытой задней двери. Хоть на одном автомобиле вы видели такое? На любой, Kia, я не знаю, BMW, Toyota, все, что хоть у кого-нибудь есть такое, вы открыли дверь, и вы должны сразу схватить знак аварийной остановки, побежать такие, раз его выставить, мне надо загрузиться, вы там загрузились, разгрузились, да, то есть дверь захлопнули быстро за знаком, а как его обратно убрать? Вам опять надо будет его выставить. То есть вы так и будете бегать полвечера. Инженеры, красавчики вообще. Но здесь есть горловина. Незамерзающая жидкость для заднего стекла. Оригинально. Обычно как-то у всех автомобилей под капотом, то есть один бачок, там два моторчика, один там, на заднее стекло, один на лобовое стекло. А так вы купили незамерзайку, она у вас в багажнике. Вы ее взяли, залили, но все равно, чтобы лобовое, вам придется идти открывать капот, заливать туда-сюда, лишнее телодвижение. Есть плюсик здесь один, здесь два задних хода. Хоть что-то вы сделали. Друзья, посмотрим, что в салоне. Слушайте, такое ощущение, как будто у нее несколько положений, но на самом деле это просто закисают петли, все это ржавеет, хотя вроде намазано. Вот, но все равно со звуками, со скрежетом каким-то это происходит. 2023 год. Крутим, вертим. Все, ниже нельзя опустить, представляете? Ладно. Дверь слишком узкая внизу, и нету возможности стеклу туда уйти. И они запариваться не стали вообще на заводе, просто... насколько опустилось, настолько и опустилось. А дальше ваши проблемы. Смотрите, у двери козырек. Напоминает мне ВАЗ-2110, 2112, 11 модель.
Вот у них были эти козырьки. Все резинки неровные, все жеванные, расположение неровное, все недоделанное. Здесь все грязное, смотрите. Порог на улице, дверь его полностью не закрывает. Вот он маленький, но он пачкает штаны. Даже порог, который закрывает дверь, он грязный. Уплотнители просто не работают. Они просто здесь резинки, они просто здесь есть. Их просто не тестировали, их просто не... Посмотрите, друзья, реально все грязное. Просто все вообще грязное. Друзья, вот вас 3 пассажира кое-как убрались на второй ряд сидения данного автомобиля. Вы такие поджались чуть-чуть, раз, и вот эта ручка, она втыкается прям в ляжку. Класс вообще. Блин. Просто. А если у кого-то ноги чуть покороче, это прям в коленку вам, короче, воткнут. Представляете? Реально, она в коленку воткнется. То есть это надо сначала сесть, отрегулировать вот эту ручку стеклоподъемника, чтобы более-менее комфортно вас сильно не травмировало, после чего только закрыть дверь. Угол спинки не регулируется, неудобно, посадка вертикальная. Потолок низко, то есть как бы поднят второй ряд сидений очень высоко. Я упираюсь головой. Подголовников нет. Это в данной комплектации. Никаких воздуховодов, обдувов, печек, климат-контролей. Вообще ничего. Просто скамейка на втором ряду сидений. Просто вы можете доехать в сырую погоду сухим. Не более того. Погнали за место штурмана, наверное, назову, потому что, ну, здесь прям они изобретали какой-то внедорожник. Пошлите, все покажу. Вот у нас на заводе болтики не могут покрасить в цвет кузова. Ну, болтики покрасить. Выделите человека, он будет просто закапывать кисточкой, и все. Я не говорю там уж там пуликом или... Просто кисточкой пусть подкрасят. Ну, пожалуйста. Стеклоподъемники. ВАЗ-2115. Примерно начало 2000-х. Один в один. Десятки вазовские, там двенашки, пятнашки, четырки. Все то же самое. Какая-то капелька. Очень хлипкая, жиденькая. Сломать очень легко. Дешман. Прям дешман, вообще ужасный, дубовый, деревянный пластик, наклеечки какие-то, вон наклеечка сервис, все понятно, вот они что на АвтоВАЗе у нас придумали. Зачем тогда значок Chevrolet приклеивали? Он здесь не нужен, здесь просто АвтоВАЗ изначально был и изначально собран изо всех комплектующих. Смотрите, покажу дальше. Вот эти кнопочки включения габаритов и ближнего света фар. ВАЗ-2115. Только эти кнопочки находились вот здесь, ну, справа. Алгоритм работы тот же самый. То есть через одну кнопку вы включаете две. Раз, два. Эту выключить одну невозможно. Надо эту выключить, потом эту. ВАЗ-2115. Начало 2000-х. Снимаем шапку. Про эргономику. Ее здесь нет. Регулировка руля только по наклону. По вылету не регулируется. Поднастроиться чуть-чуть можно. Примерно приборку видно, но за ней можно, в принципе, не следить. Потому что я ехал по городу, до 80 км в час это уже напрягающая скорость немного. То есть ты 60-70 едешь, можно не смотреть, никакие камеры треноги вас не поймают, не оштрафуют, потому что дальше уже скорость ощущается на этом автомобиле, тем более в городе. По сидению. Вот барашек. Да вы крутите его, замучаетесь, этот барашек, отрегулировать спинку. Никакой поясничной поддержки, поясничного упора, вообще ничего нету. Лифта, сиденья нету, только вперед-назад, только угол спинки, только вниз-вверх руль. Все.
Вот она, легендарная коробка и вот раздатка. Алгоритм работы, в принципе, прост и понятен, но со своими приколами. Смотрите, у нас в нейтрале. Раздатку мы тоже можем поставить в нейтраль. Вот смотрите, я поставил в нейтраль. Включаю первую передачу. Да, там с ручника снимаю. Смотрите, отпускаю сцепление. И ничего не происходит. Машина на первой передаче. Смотрите, могу вторую включить. Сцепление отпустил, и мы никуда не едем. Могу третью включить, и все равно все то же самое. Это прикол от раздатки. Она просто взяла и все отключила. Вот. Это повышенный ряд передач. Мы включили, все, машина начинает трогаться. Зачем? Плюс есть блокировка межосевого дифференциала. Смотрите, я ее включу, я вам покажу. Делаем это в нейтрале. Вот, я включил. Машина у нас уже рестайловая. И индикация загорается на приборной панели. У многих, у старых машин загорается здесь, у свежих на приборке. Электрорегулировка зеркал здесь присутствует, вроде плюс. Но расположение неудобное. То есть, чтобы мне отрегулировать это зеркало, мне нужно наклониться чуть-чуть вниз. Я его отрегулировал, раз сел в обычный, не дорегулировал, раз опять, его регулирую. Как вообще? То есть, вы просто нашли место, электрорегулировка зеркал будет вот здесь вот. А другой такой сидит, давай вот здесь вот. Третий, давай вообще вот сюда вот. Вы что делаете? Розеточка 12 вольт прикуриватель, печка. У нас в комплектации нету кондиционера. Печка, смотрите, друзья, с механической заслонкой. Прям рычаг, просто здесь рычаг, как на КПП, как на раздатку, как вот этот рычаг на печке. Прошлый век. Вот это тоже из «Жигулей». Вот это все разбалтывается, разваливаются. Все вот эти... Они вот уже такие живые, прям достаточно. Ужасно. Обогрев заднего стекла, задняя туманка, аварийка. Аварийка, в принципе, более-менее удобно под рукой, да, то есть, вы на «Жигулях». Здесь можно, если что-то сюда положите, здесь обязательно что-то туда провалится и потеряется. Плюс есть вот еще дополнительный обогрев лобового стекла. Да, смотрите, регулируется, да. Есть обдув. По обзору, передняя часть обзор, в принципе, нормальный. Стойки достаточно узкие. Кстати, может быть, это и не очень безопасно, потому что они реально очень узкие, маленькие, но обзору хорошо. Но вот здесь вот они все раздули и поставили большое зеркало. Зеркало большое, но в него смотреть не передает он тот эффект своего большого объема, понимаете? Вроде кажется, что да, классно, обзор должен быть большим, но на самом деле он небольшой, хотя прям, зеркало реально, оно огромное. Как они умудрились это сделать, я не знаю. Просто, может быть, надо было как-то поиграться, подвигать зеркало, но они не парились. То есть, есть дверь, надо вот в это место приделать зеркало, они его приделали. Смотрите еще какой момент, друзья, по потолку. Какую-то выштамповку они сделали в потолке. Смотрите, это что? Вот это что такое, друзья? А где крепление потолка? В каком месте он крепится вообще? Смотрите. Та-дам! Веревочки. Веревочки фиксируют бардачок. Веревочки, друзья! Про безопасность. Она здесь отсутствует полностью. Как бы вы уже видели ремни безопасности, да, на болтах, которые через раз срабатывают фиксаторы. Здесь нету подушек безопасности ни в руле, ни в торпеде, ни тем более в стойках, в крыше. Здесь просто нету подушек безопасности. Максимум, что вы можете себя обезопасить, я не знаю, взять из дома хорошую подушку, вот сюда вот ее пришить, и ездить с подушкой. То есть хоть как-то будет мягче. Про безопасность дальше. Вот я считаю, что маленькие моторы с маленьким крутящим моментом, вот конкретно как в этом автомобиле, динамики нету вообще. На трассе этот автомобиль очень опасный. На ней очень опасно обгонять, потому что она реально не едет.
Ни с каких скоростей, ни с нуля, ни с 80, ни с 60 она не разгоняется. То есть вы должны выбирать безопасную дистанцию до встречных автомобилей, чтобы совершить какие-то обгоны. То есть маленький мотор — это небезопасно. Из безопасности в этом автомобиле только вот эти иконки. Все. Немного хотел поговорить про цены. Вот конкретный экземпляр 2017 года с таким пробегом там вот в 23 тысячи, один хозяин, обслуженный автомобиль. У них примерно ценник около 900 тысяч рублей вот на сегодняшний день. Специально поискал в поисковиках, но она варьируется где-то от 700 до 900, да, то есть это все зависит от состояния, пробега, количества собственников, там наличия ДТП и всего остального. Вот данный экземпляр стоит примерно 900 тысяч рублей. Есть конкуренты. Самые прямые, наверное, конкуренты этому автомобилю — это Renault Duster, Nissan Tirana, тоже если БУ мы будем смотреть. Про новые тоже, кстати, вам хотел сразу сказать. Сейчас новый идет там Niva Travel. Судя по фото салона, ничего там не изменилось совсем. Поэтому они стоят порядка 1,5 миллиона 600. Это из реальных цен от дилера, да, потому что там завод заявляет, что можно купить там за 1 000 000 рублей новую машину. Нет, я посмотрел, 1 500 000, 1 600 000. Вот здесь вот вы уже что-то простенькую комплектацию сможете реально купить из Nivы Travel. Но мы про конкретный экземпляр будем разговаривать в сумму о 1 000 000 рублей. Друзья, если вам нужен автомобиль все-таки проходимец, то есть более старые классные автомобили, да. Если Renault и Nissan — это более такие свежие автомобили, есть еще старее. Такой автомобиль, как BMW X3 E83 кузов, классный автомобиль, найдите в хорошем состоянии. В плане полного привода он эту Ниву прям отымеет и в хвост, и в гриву по всем фронтам. Там стоит уже система X-Drive в X3 с 5-го года, по-моему, точно, да, они уже устанавливали эту систему. Если вы найдете живой экземпляр дизельный, да, там 2-литровый дизель, если трешку дизельную найдете, вообще классный вариант. В плане обслуживания, да недорогие эти машины в обслуживании, вопрос, найдите живую. Плюс есть еще такой конкурент прямой, вообще тоже сзади с блокировками, там с мостами совсем. Это Mercedes ML 163. Тоже найдете живой вариант, классный автомобиль. Есть еще Lexus RX первого поколения. Это автомобили 90-х годов, но те времена были, эти Lexus действительно надежные. Если найдете живой вариант, не гнилой, там, не перевертыш, не распил, он тоже классный вариант, и на бездорожье он тоже эту Ниву отымеет. Есть еще варианты Mitsubishi Pajero. По цене, конечно, да, они тоже начало 2000-х будут, если в этом диапазоне, но Pajero будет как раз уже схож еще и с расходом топлива данного автомобиля, потому что расход топлива у данного автомобиля в городе примерно 15-16 литров. Это реально в городе с пробками, с прогревами. На трассе меньше 10 литров эта машина не ест. Ну, я вот просто покатался немного. У нее реально конячий расход, но в этот момент она не едет. Если мы возьмем Mercedes ML 163 примерно с этим же расходом топлива, но он хотя бы едет по трассе, он комфортный в городе, а относительно этого автомобиля он уделает эту машину на бездорожье, там есть смысл за что переплатить и заправить чуть больше топлива, да, там, как многие привыкли, ой, машина там должна есть до 10 литров. Выбор есть классные варианты, их очень много на вторичке. Самых прямых конкурентов я назвал, и они все намного лучше вот этого автомобиля. Мощности мотора не хватает, ей прям тяжело, то есть ей вот желательно понижайку включать. Под горку нормально катится.
Температура поползла, хотя мы проехали совсем чуть-чуть. Сейчас будем стоять и остывать. Друзья, вы посмотрели обзор. Я сказал всю правду, все, что видел, ощутил, почувствовал с этим автомобилем, эмоции какие-то. На самом деле реально есть куча классных альтернатив. Ищите, выбирайте, двигайтесь с комфортом, с удобством, даже на бездорожье. Да, мы немного покатались, немного испачкали автомобиль. По легкому бездорожью, да, она справляется. Но проезжая немного, она греется, реально. Ей реально тяжело, то есть я ее постоянно разгазовывал. Зачем вам такая машина? Всем пока.